Добро пожаловать на канал. Хитроумный автор задачи ввел второй факториал с целью запутать участников соревнования. Не знаю, сколько из них устояло против такого психологического воздействия, но надеюсь, некоторые из подписчиков этого канала окажутся в числе таковых. На всякий случай напоминаю, что для натурального m факториал это произведение первых m натуральных чисел, и выполняется основное свойство факториала. m плюс 1 факториал равно m факториал умноженному на m плюс 1. Предлагаю поставить видео на паузу и подумать над задачей. Чтобы избавиться от неприятного воздействия факториала, заменим его произвольным натуральным числом p большим единицы. Тогда задача сформулируется следующим образом. Для заданного натурального p большего единицы найти наибольшее натуральное m, при котором m факториал умноженный на p является факториалом. Попробуйте решить задачу в такой формулировке. Положим m равным p минус единице. Поскольку p больше единицы, m больше нуля и, следовательно, натуральное число. При этом m факториал умноженный на p есть p минус 1 факториал умноженное на p, что согласно основному свойству факториала есть p факториал. Таким образом, при m равном p минус единице, m факториал умноженный на p является факториалом. Так что m равный p минус единице удовлетворяет условиям задачи. Попробуйте доказать, что p минус 1 есть наибольшее из таких чисел. То есть при любом m большем p минус единицы, m факториал умноженное на p не является факториалом. Итак, допустим, что m больше p минус единицы. Прибавив единицу к обеим частям неравенства, получим m плюс 1 больше p. Или p меньше m плюс единицы. И в то же время p больше единицы. Умножим все три части неравенства на положительное число m факториал. И снова используем основное свойство факториала, согласно которому правая часть неравенства есть в точности m плюс 1 факториал. И что же у нас получилось? Число m факториал умноженное на p комфортно расположилось между двумя последовательными факториалами, умудрившись при этом оказаться неравным ни одному из них. В таком случае при всем своем желании m факториал умноженное на p не может быть факториалом, чем доказана максимальность p минус единицы в качестве m, удовлетворяющего условиям задачи. Осталось заменить p на 2022 факториал и записать ответ. 2022 факториал минус 1. И это все.